Представьте себе место настолько холодное, что там не могут выжить привычные леса, уступая место низкорослым кустам, мхам или шайникам. Где штормовые ветра такой силы, что уничтожают многометровые сугробы, оставляя лишь голые камни. Где туманы и метели. И где горы настолько старые, что они видели нашу планету еще совсем юным новым миром. Невольно поежились от неуютности и холода. То ли еще будет. Добро пожаловать в наши горы. Горы Кольского Заполярья. Суровые, таинственные и живые хибины. Если вы на моем канале впервые, это моя Севериата. История жизни в доме на берегу озера в русской Арктике. Добро пожаловать на Кольский полуостров. Горные породы, из которых сложены хибины, были здесь давно, когда большая часть Урала только зарождалась в недрах земли, а Эвереста, как и всех Гималаев, не существовало вовсе. Они в 10 раз старше Альп и Кавказа и взирали на мир в одиночестве задолго до появления большинства живых существ. Хибины – горы невеликие. Самая высокая вершина Кольского полуострова чуть выше 1200 метров над уровнем моря. Однако это вовсе не означает, что к этим горам можно относиться легкомысленно или пренебрежительно. Саамское название их, дважды неприступные или закрытые горы, зачастую вполне оправдывает себя. Крутизна склонов, активная лавинная деятельность и свирепые снежные шторма с ветром до 50 метров в секунду делают их не менее опасными, чем остроконечные новые горные массивы планеты. Хибины крайне суровы и необычны, поскольку они находятся далеко за полярным кругом и при этом достаточно удалены от омываемого теплым гольфстримом побережья Баренцева моря. Климат отдельных плоскогорий здесь приравнен к климату островов Арктического архипелага, самым известным из которых является Шпицберген. Влажность, низкое давление, ветры, туманы. Зимой 1,5 месяца полярной ночи солнце не появляется над горизонтом, а количество дней без морозов в течение года не более 70. Сугробы здесь выше человеческого роста, снега выпадает очень много, но в горах сильные ветра быстро сдувают его, зачастую оставляя голыми вершины. Местные названия звучат также крайне необычно. Вершины Айкуа-Венчор, Югспор и Кукис-Вумчор, озера Имандра и Вудьявр, реки Куньок и Тульёк. Слышится в них что-то первобытное, дикое, свободное и знакомое для тех, кто бывал в Скандинавии. А источник таких названий прост. Хибины – это русская Лапландия. Да-да, та самая, край зимы, где живут северные олени, да еще один европейский новогодний святой. Все потому, что Лапландия дословно переводится как «земля лопарей», лапи или саамов, как они сами себя называют. Земля эта сейчас находится на территории 4 государств – Норвегии, Швеции, Финляндии и России, ведь саамы издавна жили там, где жили олени, а оленям госграницы не писаны. Именно коренное саамское население Кольского полуострова и дало такие причудливые и действительно очень старые названия горам и рекам Хибин. Но даже саамы старались не задерживаться в этих неприветливых местах, быстрее прогоняя стада оленей по долинам Хибинских гор. Так что же могло теперь заставить поселиться людей в этих холодных, продуваемых всеми ветрами арктических горах и приезжать сюда снова и снова? Здесь стоит вспомнить о почтенном возрасте этого массива, древность и сложная геологическая история которого обеспечила необычайный и богатейший состав полезных ископаемых. Четверть всех существующих на планете минералов встречается в хибинах. Здесь добывают и апатит, будучи сырьем для фосфатных удобрений, давший название и городу, и местному аэропорту, и сиенит, сырье для получения алюминия. А горнолыжный сезон в Хибинах – один из самых длинных при широком выборе трасс и идеальной транспортной доступности.
горы эти до сих пор живые. Несмотря на такой возраст, в недрах Хибин отмечается активная минералообразующая деятельность, есть термальные источники, случаются землетрясения. Вместо того, чтобы разрушаться, они растут, помаленьку прибавляя высоты. И не стоит бояться суровости этих гор. Единожды оказавшись здесь, почувствовав на вершине ветер, несущий холодное дыхание льдов Полярного океана или хвойный запах Кольской тайги, окинув взглядом белые вершины в сиреневом сумраке полярной ночи или в голубоватой дымке погожего весеннего дня, понимаешь, как многому можешь здесь поучиться. Быть спокойным, быть терпеливым, молчать. И никогда не сдаваться штормам и даже самому времени. Не знаю, знакомо ли это кому-то из вас, но каждый раз, когда я оказываюсь в горах и с высоты смотрю на простирающуюся у моих ног долину, где синим мазком прорисовано озеро или ласково поблескивает огоньками поселок, когда линию горизонта ломают заснеженные пики, а золотистый свет солнца медленно стекает к подножью, становится так радостно, спокойно и торжественно, потому что кажется, что вот-вот только мне откроется некая большая тайна. Будто прямо здесь, уже сейчас, поймешь что-то очень важное, после чего жизнь уже не будет прежней. И хотя ощущение это, будто стоишь у разгадки чего-то большого, всегда так и остается просто ощущением, мне порой думается, что великая тайна бытия кроется именно в горах. И кто знает, быть может, именно в этих.